Дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, уважаемые наши друзья, студенты, по милости Божьей мы сегодня собрались здесь для того, чтобы провести или встретить субботний день, для того, чтобы еще раз открыть Слово Божие, и потому что оно единственное, которое может нас утешить, единственное, которое может нас наставить. Наши человеческие слова, они бессильны, а Божье Слово, оно имеет огромную силу. И давайте мы за вот это чудесное время благодатное, которое Господь нам дарует, воздадим Ему славу пением Псалма 57. «Пойте, братья и сестры, песнь хваления». 57 номер. Сейчас по возможности мы преклонимся, попросим Божьего присутствия, Божьего благословения на нас, а также на брата, который будет говорить Его Слово, чтобы оно Слово нашло место в нашем сердце, а также в нашей жизни. Для молитвы по возможности склонимся.
Дорогой Господь, мы, дети Твои, приставшие пред Твоим величием, возносим честь и благодарение за эту трудовую неделю, которую Ты нас благословил и сохранил, даровал нам все необходимое. Благодать, которая еще была над нами, даровал нам и хлеба насущного. И Ты, Господь, нас не оставлял, мы ни в чем не нуждались. Вечная Тебе слава. И за эту встречу, за наших дорогих гостей, братьев, сестер, которые приехали с разных мест, для того, чтобы научиться, как правильно проповедовать, как правильно говорить и делиться Твоими словами с другими людьми. Господь, наша просьба к Тебе, чтобы Ты сейчас присутствовал Святым Духом среди нас, благословил брата, который будет говорить, нас благословил, чтобы мы правильно вразумели, также передавали другим людям. За все прими честь и благодарение во имя Господа Иисуса Христа, молитва наша. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Я приглашаю брата и сестру, которые поделятся Словом Божьим. Пожалуйста, брат. Мир Божий с вами. I'm very happy to be with you this evening. Я очень рад быть здесь с вами в этот вечер. I enjoyed very much this week. Мне очень понравилась эта неделя. Although it was a challenging week for me. Хотя для меня это была немного проблемная неделя. But once I arrived here, но как только я прибыл сюда, I felt safe. Я почувствовал себя в безопасности. I felt I am with my friends. Я почувствовал, что я со своими друзьями. I am with my brothers and sisters. Я со своими братьями и сестрами. And I'm so happy to see you here this evening. И я так рад видеть вас в этот вечер. And some of you I know from before. Некоторых из вас я знаю, еще познакомившись в прошлый раз. And there are many new faces. И также вижу и новые лица. Or young faces who have matured in a way or grown up. Или молодые лица, которые повзрослели немного. I thank God that God keeps us alive. Я благодарен Господу за то, что Он нас сохранил нашу жизнь. Strength, Он даровал нам силу. And in the holy faith. И сохранил нас в святой вере. I really feel a great gratitude this evening in my heart. Я действительно чувствую большую благодарность в своем сердце в этот вечер. After many years that I'm able to be here again. Спустя много лет я вновь имею возможность быть здесь. As you know, I didn't plan to be here, but it happened to. Как вы знаете, я не планировал приехать сюда, но так получилось. And I'm glad that I'm here. И я рад, что я здесь. I convey greetings from Canada to all of you. Передаю всем вам приветствие из Канады. So, brethren, love you and send greetings to you. Собратья любят вас и передают вам приветствия. I asked the question, should I speak again this evening? Я задал вопрос, неужели мне опять говорить в этот вечер? I've been speaking here day after day. Я здесь говорю каждый день, день за днем. I enjoy very much this student audience, these people who are here. Мне очень нравятся студенты и эта группа молодежи, которые здесь. I was amazed when I heard what kind of distances they traveled to be here in the school. И я был удивлен, когда услышал, какое расстояние некоторые из них проехали для того, чтобы быть в этой школе. And I trust that they will be blessed. И я верю, что они будут благословлены. They will not regret the efforts they have made to come here. Они не пожалеют о тех усилиях, которые они приложили, приехав сюда. I promise to be short tonight. Я пообещал, что буду краток в этот вечер. We have translation. It takes a little time, but sister is doing excellent job. Перевод, и поэтому будет немного дольше. I decided to speak tonight on a topic which is from the Old Testament. Я решил сегодня говорить о теме, которая из Ветхого Завета, and which is connected with the topic we studied today. Которая очень связана с той темой, которую мы изучали сегодня. We studied the book of Daniel. Мы изучаем книгу Даниила. And we found that Daniel in many ways is similar to Joseph. И мы обнаружили, что Даниил во многом очень похож на Иосифа. But my topic today has a very strange title.
Но моя тема сегодня имеет очень странное название The bones of Joseph, or Joseph's bones. «Кости Иосифа». Well, you will find out what it's all about. Ну и вы узнаете, о чем это. Joseph told his brothers, Иосиф сказал своим братьям: "You take my bones with you «Кости мои возьмите с собою from Egypt." из Египта». That's a theme. Это тема. Who was Joseph? Кем был Иосиф? A lovely boy. Красивый парень. A lovely boy whom father loved so much, Красивый парень, которого отец очень любил, who became next to Pharaoh. который стал вторым после фараона. But his life was very difficult, very challenging. Но его жизнь была очень сложной, очень проблемной. He was the boy who was dreaming dreams, Это был мальчик, которому снились сны. and his dreams got him in trouble. И эти сны привели его к проблемам. We mentioned that King Nebuchadnezzar had dreams, and these dreams were a blessing for him. Мы говорили о том, что царь Навуходоносор видел сны, и эти сны были благословением для него. Joseph also had dreams Иосиф также видел сны, that came true, которые осуществились, but he had a lot of trouble. но у него было много проблем. His father loved him and made him a coat with beautiful colors. Его отец любил его и пошил ему разноцветную одежду. And this only added to the jealousy and envy of his brothers. И это только усилило ревность и зависть его братьев. One day he was going to see his brothers, Однажды он собирался проведать своих братьев, and his brothers are saying, "Here is the dreamer, he's coming. и его братья сказали: «Вот сновидец идет. Now we will do something and let us see what will happen of his dreams." Мы нечто сделаем и посмотрим, что произойдет с его снами». And they didn't have good things to do for him. И они планировали не очень хорошее для него. They took him, Они взяли его, they took his coat, сняли его одежду and they sold him into slavery. и продали в рабство. Brothers. Братья. Somebody said, if you have brothers like these, Кто-то сказал: если у вас есть такие братья, как они, do you need enemies? нужны ли тогда враги? He comes to court of Pharaoh. Он попадает во двор фараона. Actually, he came first to the high-ranking officer. He was a main servant there. Вначале он попал в двор And he was tested. другого высокого служащего, был испытан. And he passed the test. Он прошел это испытание. For his faithfulness, he was thrown in the prison. За свою верность он был брошен в темницу. You see, reward for faithfulness, you go to prison. Награда за верность, он попал в темницу. But he was faithful in prison. Но и в темнице он был верен. He found favor with the chief of the prison. И он нашел милость в глазах начальника And темницы. God found a way to bring him back to freedom. И Бог нашел способ вернуть ему свободу. Pharaoh had a dream. Фараону приснился сон, No one could interpret the dream. и никто не мог истолковать сон. But former prisoner said, "Oh, I know the man. He told me dream." Но некоторые в темнице вспомнили о том, что, то есть люди, которые были в темнице, человек, который был в темнице, вспомнил, что есть человек, который толкует сны. You see, God will find a way, if you are faithful to Him, to bring you out of prison. Бог найдет способ, если вы верны, найдет способ вывести вас из темницы. He becomes the second in command in Egypt. Он становится вторым в Египте после фараона. And his brothers come. И приходят его братья. Yeah, God made it happen. They come to him. Да, Бог так сделал, что они пришли к And нему. what does He do? И что он делает? He forgives his brothers. Прощает своих братьев. Yeah, this is Joseph, a dreamer with coat of many colors. Это Иосиф, сновидец, который имел одежду разноцветную, But with forgiving spirit.
но он имеет прощающий дух. He said in Genesis 45, 4 and 5, he says, "You thought evil, but God meant it for good." В Бытие 45 главе он говорит о том, что вы планировали злое, но Бог превратил это в добро. Now I'd like to bring to your attention amazing parallels Хотел бы вам представить удивительные параллели, between the life of Joseph and life of Jesus Christ. между жизнью Иосифа и жизнью Иисуса Христа. Their fathers loved them dearly, both of them. Их отцы очень любили их. Both Обоих. Joseph was loved and Jesus was loved. Like his Иосифа father. очень любили и Иисуса очень любили. Both were sent to the faraway land. Оба были отправлены в далекую страну. Their brothers did not kindly receive either of them. Их братья не приняли по-хорошему ни одного из них. Their brothers plotted to kill them. Их братья планировали убить их. Both were taken to Egypt. Оба были взяты в Египет. Robes were taken from both of them. Одежды были сняты с обоих. Both of them sold as slaves, Оба были проданы как рабы, falsely accused. несправедливо обвинены. Each was in prison with 2 prisoners. Каждый был в темнице с двумя заключенными. One saved, one lost. Один спасен, другой погиб. Amazing. Удивительно. Each began his public ministry at about 30 years of age, Каждый начал свое публичное служение приблизительно в возрасте 30 лет, and each of them exalted to power. и каждый из них был возвышен и получил власть. Both of them forgave their enemies Оба прощали своих врагов and saved their people. и спасли свой народ. Huh? Amazing story. Удивительная история. You see, this is why we are told to study the life of Joseph. Именно поэтому нам сказано, что нам нужно There are изучать so жизнь Иосифа. beautiful lessons. Прекрасные уроки. In many ways, Joseph was type of Jesus Christ. И во многом Иосиф был прообразом Иисуса Христа. A beautiful character. Прекрасный характер. I don't have time to read, but if you want to read in Patriarchs and Prophets, page 239, Патриархи и пророки, 239 страница. Sister White says, Сестра Уайт говорит, the life of Joseph illustrates the life of Christ. жизнь Иосифа иллюстрирует жизнь Христа. And then she goes line by line, whatever I told you. И далее, предложение за предложением, она говорит то, что я вам говорил. She's drawing the parallels between life of Joseph and life of Jesus Она Christ. представляет параллель между жизнью Иосифа и жизнью Иисуса Христа. So you can read that Вы можете прочитать Patriarchs and Prophets, эту страницу в книге «Патриархи и пророки». how their own course was overruled by God. Как их путем руководил Бог. So Joseph, through his bondage in Egypt, became a savior to his father's family. Иосиф, благодаря своему рабству в Египте, стал спасителем семьи своего отца. And Joseph's patience and meekness under injustice and oppression, his ready forgiveness and noble benevolence toward his natural brothers represent the Savior's uncomplaining endurance. So anyway, just a parallel. You don't have to translate this, but it's amazing parallel between two. Терпение и кротость Иосифа при встрече с несправедливостью и угнетением, его готовность прощать, его благородная доброта по отношению к его братьям представляют собой терпение Спасителя. You know, character is shown when you are under test. Когда вы испытываетесь, проверяется характер, When проявляется. injustice is done to you. Когда несправедливо с вами поступают. You do good to other people, but they return evil to you. А вы поступаете That's a test. хорошо по отношению к людям, но они возвращают вам злом. Now these are the ruins of ancient Egyptian city of Avaris, Это руины древнего египетского города Аварис. a great civilization, Великая цивилизация. amazing structures. Even still, you know, temples and all this is still there. Удивительные строения. Даже до сих пор есть остатки But этих I'd like to строений. speak about the faith of Joseph Я хотела бы поговорить о вере Иосифа.
In Hebrews 11:22, В Евреям 11:22 we are told, нам сказано, by faith, Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Now he is mentioned in this great list of heroes, Он перечисляется в этом великом списке героев, heroes of faith. героев веры. And what is mentioned about Joseph? И что упомянуто об Иосифе? His bones. Его кости. I'd like to speak about his bones. Why bones are so important for his faith? И я хотел бы поговорить о его костях. Почему кости так важны для его веры? I don't know, have you ever heard a sermon on the bones of Joseph, but Не you will знаю, hear слышали tonight. ли вы когда-либо проповедь о костях Иосифа? Но So faith of Joseph is expressed in his dying words. вера Иосифа выражается в его словах, которые он сказал при смерти. One, Первое. he spoke of the exodus of Israel from Egypt to Canaan. Он говорил о выходе Израиля из Египта в Ханаан. And he made commandments concerning his bones. И он оставил завещание относительно своих костей. Genesis 50, Бытие, 50 глава, 24 to 26. 24 по 26 So стихи. please note, under oath, he asked his people to promise that they will take his bones. Обратите внимание, он обязал поклясться свой народ, что они возьмут его кости и вынесут. And Joseph said unto his brethren, I die, and God will surely visit you, and bring you out of this land unto the land which he sware to Abraham, to Isaac, and to Jacob. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». And Joseph took an oath of the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones from hence. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда». So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте. Wow, that's quite an interesting story. Довольно интересная история. 110-year-old when he died. Он умер в возрасте 110 лет. Death is inevitable and indiscriminate. Смерть неизбежна, и она нелицеприятна. We will all die unless Jesus comes. Мы все умрем, если только Иисус не придет Death is раньше. consequence of sin. Смерть является последствием греха. Wages of sin is death. Возмездие за грех – смерть. Remember in your youth that life will end, В своей молодости помните, что жизнь and окончится, that God will bring you to judgment. и Бог приведет вас на суд. When you are young, Когда вы молоды, you don't think about death вы не думаете or об end of этом, life. не думаете о конце But жизни, wisdom, you remember wisdom of the wise, но помните о мудрости мудрых. is to think that what is coming, right? Она And prepare заключается for в том, that. чтобы думать о том, что будет конец, будет смерть, и готовиться к Pyramids. ней. Who is here? Пирамиды. Кто там? These are pharaohs, yeah? Фараоны. These are the tombs of pharaohs. Это гробницы фараонов. Yes. So Joseph could have been in one of these pyramids, right? Иосиф мог быть в His одной bones. из этих пирамид, ну, его кости. But he said, no, 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 no. Но он сказал: нет, нет, I don't need the pyramid. мне не нужна пирамида. You take my bones to the promised land, to Canaan. Возьмите кости мои и унесите их в обетованную землю, в Ханаан. You know, here is the mummy Это From the- мумия from the Valley of Kings. из долины царей. Experts are examining the mummy, former pharaoh. Эксперты исследуют мумии умерших фараонов. Yeah, but Joseph didn't want to become a mummy Но Иосиф не хотел стать такой мумией in Egypt. в Египте. On his dying bed, he entrusted the safekeeping of his family into the hands of God. На смертном одре Иосиф доверил благосостояние своей семьи в руки Божьи. To whom do you entrust your dear ones? А кому вы доверяете дорогих вам людей?
What is our security? А в чем состоит наша безопасность? Our education, our bank accounts, our social influence, our education, what? В нашем образовании, в наших банковских счетах, возможно, в нашем социальном влиянии. Joseph had it all. У Иосифа было все это. Did he have it? Имел ли он это? Absolutely. Конечно же. You cannot imagine anything that he could not have had. Невозможно себе представить что-либо, чего у него не было. Everything he had in Egypt. Он все имел в Египте, He didn't trust it. но он не полагался на это. So must we. Our health, our wealth, our education, our loved ones will fail us. Точно так же должно быть и с нами. Наше здоровье, наше богатство, наше образование, даже наши любимые люди, они могут предать нас. You agree? Вы согласны? Yeah? But who will never fail us? Но кто никогда не предаст? God. Бог. We studied about Daniel and his friends. Мы изучали о Данииле и его друзьях. God permitted trials, Бог позволил испытаниям but быть, God was with them in the trials. но Он был с ними в этих испытаниях. See, this is God. Это Бог. When I was traveling, when I left Canada, Когда я вылетела из Канады, there was some nasty virus, respiratory virus, до этого там был ужасный вирус, респираторный вирус, and even my children were affected by that virus. и даже мои дети заболели из-за этого вируса. And our daughter was still not well when I left. И когда я уезжал, наша дочь My wife was a little bit еще не была здорова. concerned. Я был немного обеспокоен, But you know, you entrust your child in God's hands. но вы знаете, ты доверяешь своего ребенка в Божьи руки. And I told you today how I entrusted my life as I was traveling into His hands. И я вам рассказывал сегодня, как я доверил свою жизнь в руки Бога, когда путешествовал сюда. So Joseph died. Итак, Иосиф умер. What happened with his bones? Что произошло с его костями? Now we will follow the journey of the bones. Сейчас мы посмотрим, куда же пошли кости. God raises deliverer Бог находит избавителя, who will lead the people out of Egypt. который выведет народ из Египта. God will bring you out, Joseph said. Иосиф сказал, Бог выведет вас. He did not know when and how that will happen. Он не знал, когда и как это произойдет. He didn't know how exactly would God deliver His people out of Egypt. Он не знал, как точно Бог выведет свой народ из How He Египта. will settle them in the promised land. И как они поселятся в обетованной земле. But He said, God will surely visit you. Но он сказал, Бог посетит вас. And He asked them to take an oath regarding His bones. И он заклял их, говоря, вынесите кости мои отсюда. You see, this is a true faith. Это и есть истинная вера. Faith takes action. Вера требует действий. You take my bones by faith. Возьмите кости мои God will верой. surely visit you. Бог непременно посетит вас. Faith, Вера, stepping in the Jordan River, вступив в реку Иордан, walking through the Red Sea. пройдя через Черное море. Faith is always connected with action, true faith. Вера всегда связана с действием. Истинная вера. And He shall carry you, and you shall carry my bones. This was an unusual request to his brothers. И вынесите кости мои. Это была необычная просьба к его братьям. Not because where he will be buried, Не из-за того, где он будет похоронен, but how his body will be handled and when he is to be buried. но как будут относиться к его телу и когда он будет You похоронен. see, these are the tombs in Palestine. Это могилы в Палестине, гробы в Палестине. And people in the Palestine in biblical times were buried most often same day. И людей в Палестине хоронили очень часто в тот же самый день, It was a very hot climate. потому You что cannot там keep the очень bodies. жаркий климат. And people were buried in their ancestral lands, Людей хоронили в земле предков. like patriarchs. Это было с Some were патриархами. buried at their homes.
Некоторых хоронили дома. like Samuel, we just studied recently. Мы недавно изучали о Самуиле. Some, like King Manasseh, were buried in the garden of his palace. Некоторые, подобно царю Манассии, были похоронены в саду Jesus дворца. was buried in the rock-hewn tomb. Иисус был похоронен в скале. And in emergency, some people were buried wherever they died. Ну и в крайних случаях люди хоронились там, где они умирали. Deborah and Rachel, for example, they were traveling. Так было с Деворой, с Рахилью, например. But in biblical times, people were buried the same day, as we mentioned. Но, как мы уже говорили, в библейские времена людей хоронили в тот же день. So Joseph commanded not to be buried when he died, but that his body be embalmed. Но Иосиф повелел, чтобы его тело не было похоронено, но было And забальзамировано. then kept indefinite time Затем определенное время оно должно было храниться, until неопределенное время, the time when God will visit Israel and deliver them from Egypt. до тех пор, пока Бог не посетит Израиль и не выведет их из And bring Египта them to the promised land. и приведет их в обетованную землю. So that day came, Этот день наступил, and they were leaving Egypt. они выходили из Египта. So Joseph knew Иосиф знал, it would take a miracle of God to uproot Israel from Egypt. что потребуется чудо Божье для того, чтобы вывести народ из Египта. So he believed the promise that God made that he will take people out. Но он верил в обетование, которое дал Бог, что он выведет свой народ. Now, let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. So he died. Он умер, People of Israel were still living in Egypt. а народ израильский все еще оставался в Египте. Another Pharaoh comes. Приходит другой фараон, He's cruel. He's жестокий, oppressive. угнетающий. But the bones of Joseph are still with the Israelites. Но кости Иосифа до сих пор хранятся израильтянами. What were these bones? What kind of message they were sending to the people of Israel? Какую весть эти кости несли израильскому народу? One day we will go out, right? Однажды мы выйдем отсюда. When the Pharaoh was killing the firstborn, Когда фараон убивал первенцев, God will visit us. Бог посетит нас. He will raise deliverer. Он воздвигнет избавителя. You see why his bones were so important. Видите, почему его кости были так важны? The day will come, we will go out. Наступит Promised день, land. когда мы выйдем отсюда. I believe this message is very important for us today. Я считаю, что эта весть очень важна для нас сегодня. Like ancient Israelites, we are waiting for Exodus Подобно древнему Израилю, мы ожидаем исхода, into the promised land, right? чтобы пойти в обетованную землю. We Верно? will be crossing Red Sea. Мы будем пересекать Черное море. 7 last plagues and the time of Jacob's trouble, Последних язв и время скорби Иакова, when God will raise his hand and deliver his people. когда Бог поднимет свою руку и избавит свой народ. This is why this story is very important for us today. Именно поэтому эта история очень важна для нас сегодня. We are so preoccupied with this world and troubles of this world. Мы так заняты этим миром и всеми проблемами, трудностями этого мира. But we need reminder, this is not our home. Но нам нужно напоминание о том, что это не наш дом. We will leave this land. This is not our home. Мы уйдем с этой земли, это не наш дом. No Canada, no America, nowhere. This is not promised Ни land. Канада, ни Америка, ни одна страна не является обетованной землей. We need something much better. Нам нужно нечто намного лучшее. So they were encouraging these bones people in Egypt. Эти кости таким образом ободряли народ в Египте. When there was a pressure to assimilate, Когда было давление уподобиться египтянам, to lose identity, утратить идентичность, свою the индивидуальность, bones were speaking to the Israelites. эти кости обращались к израильтянам. When Moses went to Pharaoh and he was rebuffed, Когда Моисей пошел к фараону, и он был отвергнут, who is the Lord that I should let you go? он сказал: «Кто такой Господь, чтобы я позволил вам идти?» The bones of Moses were speaking. Кости Иосифа говорили. And that night, when they were leaving Egypt, И
И в тот вечер, когда они выходили из Египта, did they take the bones with them? взяли ли они кости с собой? Huh? What do you think? Как вы думаете? They did not forget the bones. Они не забыли кости. In Exodus 13:19, Исход 13:19. and Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and ye shall carry up my bones away hence with you. «И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». They didn't forget the bones. Они не забыли кости, They remembered. они помнили, They made an oath, they swore они поклялись, to Joseph, you Иосифу. take my bones from так here. как он сказал, вынесите кости мои So the отсюда. bones are going through the Red Sea with the people of Israel. И эти кости перешли Черное море вместе с народом израильским. And did they arrive to the promised land? Huh? И прибыли ли они в обетованную землю? They were going through the Red Sea, Они пересекали Черное through море, the wilderness experience. они прошли весь опыт в пустыне. You remember all these trials Вы помните все испытания, involving food and water and heat and cold and weariness. испытания пищей, водой, жарой, холодом. When Moses усталостью. climbed the Mount Nebo, Когда Моисей взошел на гору Неба, when Joshua replaced Moses as a когда leader, Иисус Навин заменил Моисея when как руководитель, they faced giants in the land of Canaan, когда они столкнулись с великанами земли and when ханаанской, Israel finally entered the promised land, и когда Израиль наконец вошел в обетованную the землю, bones of Joseph arrived at their final destination. кости Иосифа прибыли на место. Now Joshua is in charge, И теперь уже Иисус Навин был во главе. and Joshua is giving a charge to the people to be faithful. И Иисус Навин дает повеление народу быть верными. Joshua 24, verses 14 and 15. Иисуса Навина, 24 глава. Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою в Египте, а служите Господу. And if you be unwilling to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of your fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. We know these verses. Joshua was a faithful man. Мы знаем эти стихи. Иисус Навин был верным человеком. Now the closing words in the book of Joshua. И заключительные слова в книге Иисуса After Навина. these things, Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died, being 110 years old. And they buried him in his own inheritance in Timnath-Serah, which is in the hill country of Ephraim, north of the mountain of Gash. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе его удела в Фамнав-Сараи, что на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. Verse 31, 31 you can стих. read, sister, yeah. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю». Now they're in the promised land, Теперь они в обетованной земле. they are settled. Они уже устроились там. Joshua is at the end of his life. Иисус Навин подходит к концу своей жизни. How about Joseph's bones? Как насчет костей Иосифа? What do we find here? Что мы находим здесь? 24:32. 24 глава, The 32. bones of Joseph, which the people of Israel brought up from Egypt, were buried at Shechem, in the portion of the ground which Jacob bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of money. It became an inheritance of the descendants of Joseph. «И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилева из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и которое досталось в удел сынам Иосифовым».
They came and they were buried Они пришли туда, и они были похоронены in the ancestor plot. на, The land на that was участке purchased, земли yeah. его предков. 300 to 400 years perhaps passed from his death to the burial. Возможно, прошло 300-400 лет с тех пор, как он умер, до захоронения But the его bones костей. came to the resting place. Но его кости пришли в это место захоронения. And the bones spoke a powerful message. И эти кости произносили или возвещали God, могущественную весть. God will surely visit you. Бог посетит вас. By faith, Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel and gave commandment concerning his bones. Hebrews 11:22. Евреям 11:22. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Joseph did not only believe that Иосиф- God will give them the promised land in Palestine, Иосиф не только верил, что Бог дарует им землю обетованную в Палестине, but he believed that one day God will give the promised land heavenly. но Иосиф верил также, что однажды Бог даст обетованную землю небесную. He saw the promises from afar. Он видел обетование издали. Dear brothers and sisters, Дорогие братья и dear сестры, youth, дорогая молодежь, we need faith нам нужна вера, to see that what Joseph saw. чтобы увидеть то, что видел Only Иосиф. the eyes of faith. И только глаза веры We need that faith today. могут увидеть. Нам нужна такая вера сегодня. May God help us. Да поможет нам Бог. May we today, as we are preparing for a promised land, И пусть же мы сегодня, готовясь к обетованной земле, may we have such faith давайте иметь такую веру, that nothing would distract us, чтобы ничего не отвлекало нас, that we also believe surely God will visit us. чтобы мы верили, что непременно Бог посетит нас. Here is the patience of the saints. Here Здесь терпение святых, are those who keep the commandments of God and faith of Jesus. соблюдающих заповеди Божии They и will be имеющих веру sealed. Иисуса. Они будут запечатлены, And they will enter the promised land. и они войдут в обетованную May землю. we be among them. Пусть же мы будем среди них. Amen. Аминь. Сегодня, мне кажется, когда вот брат сказал, что он будет говорить о Иосифе, как бы где-то в душе, ну что еще нового можно, или что еще нового можно узнать о Иосифе, да? Мне вот лично для себя очень много чего интересного, пусть действительно вот как глубоко, вот оно, вот Слово Божие, оно глубокое, и вот оно бездна, вот да, вот сколько бы ни читал, сколько бы ни знал эти истории, но столько вот интересного, и оно воодушевляющее, и показывающее нам, как нам жить, какую веру нам иметь, друзья. Да будет прославление Божие и благодарность Богу, конечно, и брату за то, что он поделился с нами. Слава Богу за все. Друзья, сейчас я приглашаю молодежь, которая исполнит псалом «В жизни река течет». Пожалуйста. Жизни река бежит, вечность она идет, кто грех свой победит, вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать
Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Вера нелегкий путь, узаконный терниз, главное не свернуть, главное прямо ввысь. Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть, в Царстве Его святых. Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть, в Царстве Его святых. Верю, Господь Иисус, верю, Ты мой Творец, верю, отрешь слезу, дашь славы мне венец. Верю, что день тот придет, встречу Тебя, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Верю, что день тот придет, встречу Тебя, Иисус. Верю, Ты мой Господь, верю, не постыжусь. Дорогие, субботний день уже вошел в свои права, и Господь нам дарует это время для того, чтобы могли остановиться от суеты, от всех наших проблем, забот, и это время могли посвятить для прославления имени Божьего, для изучения, для общения, для ободрения друг друга. Поэтому давайте будем использовать это время, использовать, чтобы могли действительно чему-то научиться. Потому что бывает так в нашей жизни, суета настолько нас окутает, что у нас нет времени. Да, мы все говорим, у нас нет времени, но давайте хотя бы субботний день, да, вот это время использовать так, с благословением, что действительно вот могли сказать, да, вот эта суббота, я вот чему-то научился новому. Да поможет нам Господь в этом. И все вместе, дорогие, сейчас мы окончим наше служение. Прославим имя Божие за то, что нам дарует еще собрание, дарует нам желание приходить на собрание, дарует нам желание. И самое главное, мне кажется, что еще благодать над нами, еще мирное небо. И можем так спокойно собираться. Прохожий у дверей стоит, и в сердце к нам стучит. Давно уж ждет он, поспеши, и дверь открой, его впусти. 292 номер из псалмов Сиона. Этим псалмом мы окончим наше служение.
Так как мы начинали наше служение молитвы, так мы и окончим с молитвой брата, который говорил слово. Для молитвы по возможности мы склонимся. Our gracious and loving Father in heaven, Наш милостивый и любящий Небесный Отец, we are so grateful this evening that we can assemble in this house of prayer. мы так благодарны Тебе в этот вечер за то, что Ты помог нам собраться здесь, в Твоем доме молитвы. Knowing that you love us and that you care for us, И мы знаем, что Ты любишь нас, и Ты заботишься о нас, because you gave us the evidence of your love. так как Ты дал нам доказательства Твоей любви. You gave us the greatest gift, Ты дал нам величайший дар your Son, Jesus Christ. Твоего Сына Иисуса Христа. Father, we thank you that you gave us also the Sabbath day, Отец, мы также благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам субботу, a great memorial of creation, великий памятник творения, and also memorial of the future restoration, а также памятник будущего восстановления of redemption accomplished through Jesus Christ. и искупления, совершенного через Иисуса Христа. We thank you for the holy faith, Мы благодарим Тебя за святую веру, that faith that has been in all the saints throughout history, ту веру, которая была во всех святых, во всей истории, that living faith that was in Joseph, ту живую веру, которая была в Иосифе, that helped him to even command for his bones when he would be dead. которая помогла ему даже дать завещание о костях, когда он умрет. Oh, what a great hero of faith. О, какой великий герой веры! Give us, Father, that faith. Даруй нам, Отец, эту веру. Assurance that you will visit thy people today, Дай нам уверенность, что Ты посетишь свой народ сегодня, and that you will bring your people out of this world of sin and suffering to the promised land. и что Ты уведешь свой народ из этого мира греха и страданий в обетованную землю. Bless the brethren who are assembled here, Благослови собратьев, которые здесь собрались, young and old. молодых и пожилых. Bless the union and the conferences and the workers in this territory. Благослови унию, конференции работников здесь, на этой территории. And Lord, bless our dear students, И также, Господь, просим, благослови дорогих студентов, their families, их семьи, their local churches, их общины and thy people around the world. и Твой народ по всему миру. Give us thy peace, Lord. Даруй нам Твой мир, Господь, May we enjoy this holy Sabbath day. и помоги нам наслаждаться этим субботним днем. Forgive us our sins and shortcomings. Прости нам наши грехи и недостатки. We ask in Jesus' precious name. Мы все это просим в драгоценное имя Иисуса. Amen. Аминь. Наше вечернее служение окончено. Мир и благодать и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Хочу лишь напомнить, что завтра служение начинается в 9 часов. Это служение молитвы, в 9:30 служение песнопения, в 10 часов субботняя школа. Поэтому, пожалуйста, приходите, кто имеет возможность. Сейчас всем с миром Божьим. Пусть Бог благословит вас на этот субботний день.